Всем привет! Начинаю новый влог. Неделя после Пасхи. Это у нас неделя Божьего милосердия. В эту же неделю происходит православная Пасха. Вот слышите этот звук? Это едут мотоциклисты, потому что завтра будет съезд мотоциклистов. Я, к сожалению, не приду заснимать, но здесь будут толпы, их будут просто тысячи мотоциклистов. И тем не менее приглашаю вас в новый влог, друзья мои. Надеюсь, вам будет интересно. Буду все для вас снимать. И, как всегда, с улыбкой. И для того, чтобы что-то показать новое на тему Польши и также на тему нашей жизни. Так, присоединяйтесь. Смотрите, вот это все мотоциклисты уже приезжают. Их тут множество. Завтра будет еще столпотворение. Сегодня приехали те, которые будут ночевать. А мы идем на службу. Уже видно толпы людей в униформе мотоциклистов с касками, вот в этих кожаных штанах, в их униформе. Их здесь сейчас очень и очень много. У них будет вечерняя литургия, поэтому некоторые приехали уже с вечера, а завтра предвидится целый такой парад по центральной улице города. Из того, что я слышала, они будут ехать на мотоциклах. Людей сегодня я вижу намного больше. Мы приехали в субботу вечером. Вот. Наверное, это связано с этим съездом мотоциклистов. Сейчас еще посмотрим, сколько будет на службе людей. Но эти съезды их очень и очень многолюдные. Некоторые приезжают только, чтобы поглазеть на мотоциклы. Они здесь разные. И такие, которые можно увидеть только в фильмах. Поэтому я после службы еще постараюсь пройтись и показать вам, какие, как сказать, штуки можно будет увидеть. Я не любитель мотоциклистов, но вот так пройтись и посмотреть, мне это нравится. Еще покажу вам гроб Господень на Пасху, который был сделан на воскресенье. Вот он неделю держится, множество, море живых цветов. Посмотрите, какая красота. Езу уфам тобе написано, это значит: Иисусе, я тебе верю, я тебе доверяю. Просто нет слов от этой красоты. И вот картина Езу уфам тобе Иисуса Милосердного. Вот внизу написано то же самое. И сейчас как раз первое воскресенье после Пасхи – это воскресенье милосердия Божьего. Посмотрите, как прекрасно убран центральный алтарь. Опять-таки море живых цветов. Красота неимоверная. Была такая святая Фаустина Ковальская, ей объявился Иисус, и как раз ей он сказал, что его желание таково, чтобы первое воскресенье после Пасхи праздновали праздник милосердия Божьего. И по его заповедям вот установлен такой праздник, и в первое воскресенье после Пасхи в католическом костеле обходят этот день. Ale ja chcę założyć szalik. Ну вот мы уже после службы, посмотрите, толпы мотоциклистов. Даже интересно не то, что мотоциклы осматривать, а даже их костюмы. Вот я еще раз пройдусь, покажу вам, какие здесь разные мотоциклы. Со всей Польши, я не знаю, ли из-за границы приезжают тоже, но множество. Здесь есть гостиница для паломников, они там будут спать. Вот, и завтра поедут на парад. Вот два одинаковых мотоцикла.
И даже я смотрю, семейные пары, приезжают муж с женой, вот, и довольно-таки даже пожилые люди на мотоциклах. Вот, посмотрите, вот один из таких мужчин, смотрите, он уже такой в пожилом возрасте, но на мотоцикле. Видно, у людей это такое хобби на всю жизнь, и если даже в таком возрасте человек еще вот активно ездит, занимается, это же надо этому посвящать и время, и деньги, и вообще, и иметь соответствующее здоровье, наверное, чтобы таким заниматься. Делаю вкусную селедку и сейчас готовлю для нее заливку. То, что там внутри, я вам напишу на экране, какие входят ингредиенты. Тут так, стакан воды, 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка уксуса, пару штук 5 черного перца, пару штук душистого горошка, посолить и кольцами нарезать лук. И это все довести до кипения и затем остудить. Селедку я заранее посолила и покажу вам, что буду делать дальше. Мне не удалось купить целую селедку, чтобы я засолить, как я это люблю делать. Просто у нас в Польше невозможно купить даже мороженую вот такую целую хорошую селедку. Это проблема. Был один магазин, сейчас его женщина закрыла, и все. И больше никто не продает, потому что люди не покупают. Мне удалось купить сырые вот такие все, как сказать, филе селедки, хотя это тоже я не очень приветствую, но уже год не делала нормальную селедку, поэтому на безрыбье и рак рыба. 3 к 1 я засаливаю селедку, например, если 3 к 3, да, на 1 ложку столовую соли, 1 чайная ложка сахара. Вот так я это все потом, как сказать, пересыпаю и оставляю на сутки, на двое. Здесь у меня селедка 2 суток, уже хорошо посолилась. Вот, и сейчас я ее буду мочить, промывать и потом заливать той заправой, которую я вам показывала, как я ее приготовила. Но, конечно же, селедку я нарежу еще на кусочки и, не знаю, подумаю еще, но, наверное, кожу сниму. Вот. Иногда я не снимаю, но здесь хорошо отходит кожа, так что, наверное, кожу я тоже отсюда сниму. Вот. И будут нормальные такие кусочки. Вот, все закипело, выключаем и оставляем до того, как все остынет до комнатной температуры. Затем селедку нарезать кусочками, сложить в стеклянную банку и залить холодной этой заправой. И оставить на некоторое время, лучше всего на ночь. Селедка получается нежная и очень вкусная. Приятного аппетита!